Это личная история об эволюции пошаговой игры Beasts Battle, которая будет состоять из 3 частей: Beasts Battle, Necromancer Returns и Magician Legacy. В каждом выпуске будут цифры по каждой игре, какой бюджет и доход принесли игры. Сразу скажу, я фанат серии Heroes of Might and Magic и King's Bounty. Играл почти во все части и аддоны, за исключением 7-й части, так как время идет, жизнь меняется и на игры времени не осталось. С данной серией я познакомился в начале 2000-х, с игры Герои Меча и Магии 3 еще в школе. Потом начались студенческие годы, прогулы пар, чтобы поиграть с друзьями в героев за одним компом, где ход другого игрока длился вечность, и мы никогда не доигрывали партию. С 2005 года я начал разрабатывать флеш-игры, годы шли. И вот наступил 2013 год, я решил переиграть в Героя Меча и Магии 2. Меня так увлекло, хоть я раньше и проходил игру, в этот раз возникла мысль, а почему бы не сделать свою игру с пошаговыми битвами? В данном видео пойдет речь о первой игре Beasts Battle. Я расскажу по порядку, как она появилась на разных платформах: Web, Google Play, App Store и Steam. Я приступил к разработке 14 апреля 2013 года. Накидал гексагональное поле, как в Героях 2, и добавил 2 типа юнитов – воины и лучники. Отряды выглядели как шестиугольники с количеством войск и типом. Они перемещались по полю и сражались. Над игрой работал исключительно в свободное от работы время в течение года. При этом разработку игры бросал 2 раза на длительный срок. Примерно по интенсивности работы было так: 1 неделя – разработка механики боя, и потом бросил на несколько месяцев. Еще 1 неделя – разработка покупки войск, окошек победы и тому подобное, и потом опять бросил на несколько месяцев. И 2,5 месяца интенсивной работы без перерыва, и игра готова. Идея была простой – сделать просто битвы, как в Героях, и на этом все. Без карты и захватов замков и тому подобное, просто арены с заклинаниями и разными юнитами. Хотелось сделать все по минимуму, и потом уже, если игра пойдет, то развивать идею и улучшать игру в последующих частях. А то игру можно делать до бесконечности и так никогда не закончить, как многие начинающие любят делать. Когда сделал механику битв, то решил показать художнику и своему другу Nix Games, с которым много работал над другими играми. У него есть свои хиты – Heaven vs Hell. Когда я ему показал свои наработки, он поделился своими спрайтами юнитов из прошлой игры, чтобы я мог прикрутить анимацию битвы, и игра становилась более гладкой и интересной, вместо статичных гексов. К моему счастью, он согласился на сотрудничество, при условии, что я полностью напишу движок игры со всеми экранами и окнами, чтобы оставалось только нарисовать арт и вставить в игру. Благодаря ему игра очень преобразилась, стала яркой и сочной. Он много привнес в концепцию. Было решено отказаться от стереотипных рас и придумать что-то оригинальное, поэтому тематика была животные, но в конце все равно появились демоны. Очень рад, что магазин в игре полностью перерисовал, не так, как я это планировал. Мне пришлось заново переписывать механику всего магазина, но это только к лучшему. Отправил игру на растерзание в комьюнити флеш-игр, тогда оно было активным и флеш был жив. Было уйма замечаний и советов, и я около месяца улучшал игру. И вот что было добавлено в игру, чего вообще никак не планировал, так как не хотел, чтобы разработка еще больше затянулась. Это локализация на английский, уровень сложности, сюжет в игре. Тут мне просто стало скучно, пока ждал арт, и решил себя занять и подглядел в игру Kingdom Rush. 2 кампании вместо одной. Художнику тоже было делать нечего, и он решил нарисовать по герою за расу и экран выбора. Достижения – туториал. Ну, тут, конечно, без него никуда, спасибо, что напомнили. Фидбэки очень помогли, и игра стала в разы лучше по порогу входа. На баланс я потратил около 4-5 месяцев. Все равно игра получилась несбалансированная, если читать комментарии. Изначально игра была сложная, ведь это герои, хардкор, но потом делал все легче и легче, так как ныли. Но все равно, какие-то существа получились дешевые и сильные, а какие-то дорогие и ненужные. Сложно балансировать. Игру 100 раз проходил. Самое ценное из потраченных ресурсов было – это наше время. С художником мы договорились за фикс прайс после продажи игры. Музыку полностью написал бесплатно начинающий композитор, так как ему нужно было для портфолио. И написал неплохо, в общем, нам повезло. Также я заказал картинку для концовки игры за 500 рублей и локализацию на английский за 200 рублей. Это были мои первые траты на фрилансеров. Ой, как непросто было расставаться с деньгами. На тот момент я зарабатывал на основной работе 12 тысяч рублей в месяц.
Раньше было принято флеш-игры продавать через площадку FGL. Там игру оценивали модераторы и потом смотрели спонсоры. Происходили торги между ними за игру, если игра, конечно, понравилась. Бывало, что и вообще на игру никто не обращал внимания. Я выкладываю игру на площадку для продажи. И вот волнительный момент. Будут ли предложения? К счастью, в первый же день была ставка в $200. И на следующий день в $500 от другого спонсора. И на этом все. 2 месяца тишины. Я делал рассылки спонсорам, писал админам, ругался. Как так? Хорошая игра с хорошей оценкой, просмотров вообще нет. Я приложил очень много усилий, чтобы игру смотрели. Никто не отвечал и никто не хотел покупать, кроме спонсора, который поставил $500. Все, что я мог, сделал. Спонсором была студия Armor Games. Еще на этой площадке была такая возможность, как сделать последний звонок, Last Call. Оповестить всех заинтересованных, что я готов продать игру. Я написал спонсору, может возьмешь за $800, если мне Last Call не поможет, и разойдемся. Он сказал ок, без проблем. Я был очень рад, что он согласился, так как мог с художником расплатиться. В итоге Last Call и третий спонсор ставит $1000 за эксклюзив, на что Armor Games сразу же перебивает в $1200. Жду пару дней и принимаю предложение. На сайте спонсора игра получила рейтинг в 50 баллов при запуске. Я очень расстроился, если честно. Но постепенно дошла до 64. Уже нормально. 694 тысячи просмотров на сайте спонсора за месяц и 600 фаворитов. Может немного, но мне очень приятно. В общем, я доволен, как пошла игра, и спонсор тоже. Она оправдала свои надежды. Ведь игра вышла довольно простой, несмотря на все наши старания и труды. И признаюсь, что проект был мне не по зубам, еле как с ним справился. После этого я продал еще свою игру определенной лицензии нескольким спонсорам за небольшую сумму. Игру от начала до релиза разработали вдвоем за год. Игра принесла $1710. Лето 2014 года. Я получил множество комментариев в субверсии от игроков, что можно еще улучшить. Я очень горел проектом, был воодушевлен и решил портировать игру на мобилки. Для этого я решил использовать движок Corona SDK, сейчас это Solar SDK. Я хорошо владел движком и потратил 4 месяца беспрерывной работы, чтобы портировать игру на другой движок и все переделать под новый язык программирования. Движок, как и Unity, Unreal Engine и другие, мультиплатформенный, поэтому я рассчитывал выйти в Google Play и App Store. Полностью изменил баланс покупки войск, во флеш-версии войска были конечные в магазине, а в мобильную версию я добавил новый параметр лидерства, и теперь в магазине юниты бесконечны, но можно нанять ограниченное количество. Также я добавил третью кампанию за босса. Мне показалась это интересной идеей и чисто для фана, но эта кампания открывается после прохождения любой другой основной. Еще добавил режим Hot Seat, когда можно выбрать любую расу и сразиться с другом на одном устройстве. Также добавил в каждую кампанию хардкорную миссию, она даже отмечена как череп, и весь арт обновил до 720p, а был 640p. Так как это мобильная игра, то после релиза последовали обновления. Были добавлены новая арена, по новому юниту на каждую расу, новые достижения, артефакты для героев. Где-то 2015 год. Игру я выпустил полностью бесплатной, без рекламы и донатов. Я очень хотел выпустить чистую игру. Когда еще такое будет? Так как все хотят заработать. Да и я тоже. Но почему бесплатно и без всего остального? У меня был хитрый план. Я знал, что буду делать следующую часть. Я рассчитывал, что раз игра бесплатная и без всего такого, то ее будут скачивать, играть и наслаждаться. У меня будет трафик, фанаты, комьюнити, которые перейдут на другую игру в будущем. Но я был наивен, так как без маркетинга о игре никто не узнал и всем было пофиг. Иногда ее находят до сих пор и оставляют положительные отзывы. Пишут, чтобы игру развивал, добавлял контента и так далее. Это приятно и неожиданно, так как для меня игра довольно простая по сравнению с тем, что вышло дальше. Наступает 2016 год, и я решаюсь выпустить игру в Steam. Тогда еще был Greenlight и нужно было попотеть, чтобы пройти. Искать варианты, кто же лайкнет игру и так далее. Когда игру одобрили, я создал страницу в Steam, после чего я стал прикручивать API, чтобы работали лидерборды, достижения и так далее. В игре были карточки. Сейчас, чтобы они были у новой игры, нужно, чтобы игра взлетела по продажам. Что нового? Мультиплеер, графика под 1080p, глобальная карта перерисована. Да, я добавил кроссплатформенный мультиплеер, мне помог в этом товарищ. Можно играть со Steam с тем, кто на телефоне.
Была у меня мысль игру выпустить также бесплатно, так как на мобилках она бесплатная, но меня отговорили. Сказали, что карточки бесплатным играм не дают. И тогда я поставил цену у игры в $1. После того, как добавил в игру мультиплеер, да, это было обновление, я повысил цену игры до $2. Это было примерно через 4-6 месяцев после релиза. И спустя 4 года, перед тем как делать это видео, я повысил цену до $4. Игра вышла 15 июня 2016 года. За 4 года с того момента игра продалась в 3341 копий. Это $2642. Из них за первый год было продано 2474 копии, это $1597, а за первый месяц 826 копий, это $698. Это общий доход в Steam. Я не вычитаю комиссию, возвраты и налоги. То есть данные цифры можно делить на 2. Вот такая воронка. С этой игрой я в плюсе, если не учитывать потраченное время. Разработка всех версий игры с 14 апреля 2013 года по 15 июня 2016 года, то есть 3 года. Выпущена в Web, Google Play, App Store и Steam. Доход $3031 за все время жизни игры в релизе, с 2014 по 2020 год. Эта игра помогла прощупать рынок и узнать, как все устроено от начала до конца. Она дала огромный опыт, после чего началась разработка игры Necromancer Returns.